Зеленский перешел черту, после которой назад пути больше не будет. Депутаты Верховной Рады открыто слили Зеленского, и цифры опросов это только подтверждают. Теперь только капитуляция Киева и победа Москвы. Другого варианта не будет. В Евросоюзе новый скандал и снова изнутри. Кто пошел против Брюсселя на этот раз? Всех приветствую. Сейчас коротко и по делу. Кто еще не подписан на наш Телеграм, ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский признал, дальность ударов по России растет, и Киев не намерен останавливаться. Параллельно открытый шантаж в адрес Беларуси. По сути, о дипломатическом урегулировании здесь речи больше не идет. Зеленский прямо признал, украинский оборонно-промышленный комплекс целенаправленно наращивает дальнобойность дронов. Речь шла об ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Один в Московской области, другой в Тюменской. Цифры он назвал сам. Вчера мы ответили им по их НПЗ в Тюмени, в Тюменском регионе. А это, если напрямую, уже 2070 километров. Наши новые дроны успешные, отличные, эффектно поразили цель. А вообще их маршрут составил 2500 километров. Будут и на 3000 плюс. Новые дроны — отличные беспилотники. У нас это в планах, они будут долетать на 3000 километров и дальше. Вот в чем проблема. Это не разовая акция, а заявленная стратегия на годы вперед. По словам Зеленского, следующими целями должны стать нефтебазы и газовые хранилища по всей территории России. На этом Зеленский не остановился. Он перешел к прямому давлению уже на третью страну – Беларусь. По его словам, Киев долго пытался решить вопрос не публично, через разведканалы, но теперь выбрал другой метод – публичный ультиматум. Зеленский выдвинул Лукашенко требования – демонтировать ретрансляторы, которые по версии Киева используются для координации беспилотников. Срок – неделя. Иначе, по словам самого Зеленского, удар по территории Беларуси нанесут сами украинские силы. Мы перешли в стадию публичного сигнала. Это говорит о том, что если он сам их не демонтирует, то это сделаем мы. Все решится в течение недели. Либо это сделают они, либо мы. На данный момент никакой реакции на это публичное заявление с их стороны нет. Теперь это прямая угроза суверенной стране, которая в боевых действиях не участвует. И смысл такого шага куда шире, чем сам Минск. Удар по ее территории открывает новый фронт и попытка втянуть в противостояние западные страны, которые стоят за Киевом. То есть вместо движения к миру попытка раздуть конфликт еще сильнее. Реакции из Минска пока не было, но сам факт публичного ультиматума уже сигнал, правила меняются. Мирная повестка на этом фоне выглядит так, будто ее для Зеленского просто не существует. Депутаты Верховной Рады начали открыто сливать Зеленского, и первым голос подал Артем Дмитрук. Он заявил прямо: обвальное падение поддержки – это уже не случайность, а приговор всему политическому проекту Банковой. По сути, опросы лишь зафиксировали то, что на Украине ощущают и без всякой социологии. Режим трещит, а сама фигура Зеленского вызывает все меньше доверия и все больше раздражения. И вот что показывают цифры. Число тех, кто считает необходимой смену Зеленского, за 3 года выросло почти втрое, с 23 до 67%. Такой обвал не спрячешь ни за пропагандой, ни за административным нажимом, ни за показной стабильностью на телеэкране. Дмитрук в выражениях не стеснялся. Он прямо сказал, реального рейтинга у Зеленского больше нет. А при возврате к нормальной политической жизни его поддержка и вовсе обнулится. А сейчас нажмите на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, как долго еще сможет держаться Банковая и сам Зеленский. Особую остроту ситуации придает то, что вопрос выборов давно стал международной темой. Ранее президент Соединенных Штатов открыто называл Зеленского диктатором без выборов и прямо указывал на его мизерный рейтинг. После этого сам Зеленский вдруг заговорил о готовности к голосованию, но тут же выставил условия: сначала обеспечьте безопасность. По сути, это выглядит как попытка не допустить неудобного сценария, прикрываясь внешними гарантиями. Получается простая картина. Пока рейтинг падает, выборы откладываются под удобным предлогом. А значит, разговоры о демократическом мандате Киева повисают в воздухе. И чем дольше это тянется, тем громче внутри страны звучат те, кто еще вчера предпочитал молчать. Это прозвучало официально. Москва больше не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Теперь ставка на достижение собственных стратегических целей на поле боя. Об этом прямо заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. По словам Ушакова, на саммите на Аляске стороны пришли к определенным договоренностям. Каждая из них взяла на себя конкретные обязательства и должна была выполнить свою часть пути. Вот только дальше все пошло иначе. На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. То есть месседж прямой. Одна сторона свои договоренности держит, другая нет. Кто именно сорвал процесс, в Кремле дали понять без лишних слов. И именно поэтому, по логике Москвы, разговор о компромиссах сейчас закрыт. Остается один сценарий – капитуляция Киева и победа России. Никаких полумер, никаких половинчатых решений и промежуточных формул в Москве больше не рассматривают. И это принципиальный сдвиг по сравнению с тем, что вообще обсуждалось на Аляске относительно недавно. Ушаков затронул и позицию Запада. По его словам, западные страны уверены, что смогут нанести России поражение. Но, как он подчеркнул, они глубоко ошибаются. И для понимания реальной картины нужно смотреть не на громкие заявления и сводки, а на то, что реально происходит на линии соприкосновения. Именно там и решается исход, а не за столом переговоров в западных столицах. По сути, это сигнал и Киеву, и его союзникам. Формула из Анкориджа больше не работает, а Москва переходит к жесткой логике – добиваться своих целей до конца. А значит, на компромисс рассчитывать уже не стоит, и дальше будет только жестче. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо устроил Брюсселю настоящий разнос. По его словам, верхушка Евросоюза в упор не замечает внутренние экономические проблемы, продолжая упорно финансировать Киев. И прозвучало это не где-то на периферии, а прямо по итогам ключевого саммита. По словам словацкого лидера, прошедший в Брюсселе саммит наглядно показал, куда на самом деле смещены приоритеты европейских чиновников. Вместо поиска выхода из затяжного кризиса в еврозоне, вся повестка снова свелась к одной теме. К сожалению, на саммите в Брюсселе не обсуждался вопрос о том, что нужно сделать, чтобы экономика Европейского Союза начала развиваться. Темой номер один снова стала Украина. Фицо подчеркнул, что Братислава заняла принципиальную позицию и отказалась участвовать в новых пакетах финансирования украинской армии. И сделал он это публично, не пряча позицию за дипломатическими формулировками. Сегодня Украину поддерживает почти исключительно Европейский Союз. Последний военный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, в котором Словакия отказалась участвовать. По сути, словацкий премьер прямо дал понять, что не намерен оплачивать чужие политические решения за счет собственных граждан, пока внутри самого Союза копятся нерешенные экономические проблемы. Несмотря на жесткую позицию по финансированию, Фицо отметил, что Словакия остается сторонницей прагматичной дипломатии. Контакты с Киевом он сохраняет, но одновременно настроен на возобновление прямых переговоров с Кремлем и не считает это противоречием. Поскольку я сторонник диалога, я веду и буду вести его с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что по многим вопросам у нас диаметрально противоположные взгляды, я не упущу возможности провести диалог и с президентом России Владимиром Путиным. Ни Китай, ни Россия, ни Украина не могут быть нашими врагами. Мы мирная страна. Получается, что Фицо одновременно говорит с обеими сторонами, там, где другие в Брюсселе предпочитают молчать или жестко держаться одной позиции. На фоне общего курса Евросоюза такая линия выглядит почти вызовом всей нынешней брюссельской логики. И чем дольше Брюссель будет игнорировать собственную экономику ради бесконечного финансирования Зеленского, тем громче внутри Союза будут звучать голоса вроде словацкого. Вопрос лишь в том, сколько еще стран готовы повторить этот шаг вслух, а не только за закрытыми дверями. Итак, что мы имеем к этому часу? Зеленский своими угрозами в адрес Москвы только отдаляет любые шансы на мир. И, судя по его словам, дальность ударов будет только расти. Депутаты собственной Рады открыто слили Зеленского. И теперь вопрос лишь в том, сколько он еще продержится. В Москве дали понять, прежней формулы переговоров больше нет. На столе только победа и капитуляция Киева. А в Брюсселе пока считают, во сколько обойдется очередной транш Киеву. Про собственную экономику там предпочитают не вспоминать вовсе. Пишите в комментариях, что думаете по всей ситуации. Я читаю все. Поддержите мой канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот, скоро увидимся. Всем пока.